Всем привет, меня зовут Юля. Меня зовут Миша, и сегодня мы поедем показывать вам много всего интересного. Сегодня будут как красоты, так и любопытные факты из Италии. Вот, сегодня мы увидим ткани из города Прато, сегодня мы увидим китайцев в городе Прато, то есть коммуну. Сегодня мы увидим еще одну долину, вот, тоже красивые города, ну и поговорим много о чем интересном. Так что оставайтесь с нами. Смотрите, мы буквально проехали полчаса от нашей долины. И это другая долина, соседняя, долина Пистоезы. О, посмотрите, какая красотища. Сейчас такой вид раскроется. Вы смотрите, лошадка. Смотрите, какая лошадка. О, смотрите, какая хорошая лошадка. Красивая. А это, чтобы мухи ей не попадали, ей закрывают. Видишь, чтобы мухи не шатались. Ой, ее глаз. Посмотрите, какая долина. Соседняя долина от нашей. Долина Пистоезы. Вообще красота невероятная. Там он город и подальше. Мы его вам обязательно покажем чуть позже. И заодно затронем одну тематику очень интересную. Ну, мы расскажем вообще, как мы сюда перебрались. Вот, в Италию жить. Что прошли, какие там у нас приключения были, проблемы какие были. Там с документами, со всеми делами. В общем, расскажем вам. Многие просили, ну, интересовались. Мы решили это видео совместить с этим рассказом. Так что, да, оставайтесь с нами и любуйтесь. Смотрите, какая долина красивая. Ну, поехали. А вот, кстати, были такие хейтеры всякие там в комментариях у нас. Говорили, у вас там сети нет в Италии, у вас там глухомань. Вот мы сейчас в деревне, да, находимся, вот в долине, да? Смотрите, просто, ну, долина, ну, нет как бы цивилизации, казалось бы. Посмотрите на телефон. Вот я вам сейчас показываю, видите? 5G. Видно? Сеть 5G. Да, две палки здесь. Сейчас просто я здесь нахожусь. Вот. А так, если выйти, 5G здесь везде. Здесь вышки 5G везде стоят. Просто к тому, что я, например, вот, ну, достоверно знаю, что в России 5G нету. Там есть в тестовом варианте в центре Москвы. Ну, там в Питере где-то еще тоже в центре, в отдельных районах. А так все. А здесь даже в деревнях 5G сеть. Все летает вообще. Так что, хейтеры, не обольщайтесь. Все у нас тут хорошо. Вот, и со связью, и со всеми делами. А вот, кстати, смотрите. Продажа тоже, пожалуйста. Видите, он там домик такой красивый. На солнышке, с деревьями, свой участок. Вот продажи, пожалуйста. Покупаешь и живешь в красоте. Рядом с горнолыжным курортом. Большой город. 30 минут. Пистоя. Вот, и вы в большом городе. Так что прекрасное место, я вам скажу. Сейчас вот специально остановился вам показать, пока ехали по долине. Вот специально, смотрите. Ну, во-первых, смотрите, зарядка для электромобилей. Ну, как обычно, во всех деревнях итальянских тебе зарядка электромобилей. И вот смотрите, вот это вот здание Динамо Кэмп. Видите, надпись зеленая? Вот это вот здание, все. Не поверите. Это ассоциация, вот даже автомобиль Динамо Кэмп, это ассоциация для спорта, то есть это спорт для инвалидов. Вот если вы увидите, колясочник вот изображен, он на веревках. Короче, это ассоциация волонтеров в долине, она очень известная в Италии. И сюда приезжают все инвалиды из Италии, ну, кто хочет спортом заниматься, и им помогают. То есть здесь это ничего не стоит, здесь надо просто записываться в ассоциацию, вот, вас привезут даже. Я к чему это вообще показываю? На самом деле Италия, это, ну, если уж быть инвалидом, ну, к несчастью, да, я никому этого не желаю, но если вдруг выбирать, то лучше быть инвалидом в Италии. Здесь все абсолютно предусмотрено для инвалидов. Но если не прям все-все, то ну максимально. Вот, поэтому я просто помню, как даже, ну вот, я жил в Москве, у нас в подъездах даже пандусы такие, что это какой-то экстрим, инвалиду спуститься. Вот, здесь же у инвалидов, ну, скажем так, у них здесь полноценная жизнь. За ними прям как раз смотрят, за ними, им создают все условия. То есть для полноценной жизни, вот, для спорта, для развлечений. Мне это очень нравится, честно, потому что это такие же люди, как мы. И они тоже должны получать удовольствие от жизни в самых разных отраслях и в самых разных сферах.
Вот, также и по работе. Здесь очень многие производства берут какое-то определенное количество инвалидов к себе работать. Вот, это тоже там целая программа, я не буду углубляться, потому что я там досконально не знаю. Но тоже очень любопытная вещь. Так что вот так вот. А вот посмотрите, это отель как раз. Я сейчас тут надпись, наверное, не видно. Она вот там за кустами. Сейчас попробую показать. Динам отель. Дина отель. Это вот этот вот Динамо Кэмп. И вот этот отель как раз вот для людей с ограниченными возможностями, ну, людей-инвалидов. Вот, они здесь останавливаются. Тут роскошный вид у них там у отеля на горы. Вот и все увидите там вот. У них там сад свой. Вот там вдалеке. Вот. И они тут проводят время и занимаются спортом вот в том спортивном комплексе, экстремальным спортом. Как бы, мне кажется, вообще рай. Рай для людей вот с ограниченными возможностями просто. Я так думаю. Это круто. И да, это абсолютно... То есть как, там есть и за деньги, понятно, но можно и бесплатно, обратившись к своему социальному агенту. Так, ну мы приехали в рай цветов. Что за рай цветов? Сейчас расскажу, покажу. Короче, вот парканулись, блин, смотрите, уже какое дерево с цветочками. А вон, посмотрите. Короче, называется это... Сейчас я машину закрою. Называется что-то... Натур Арт Вилледж. Видите надпись? Короче, это... город Пистоя. Почему здесь так много деревьев и цветов? Это все на продажу. Это все бизнес. Вот. Это известный очень бизнес. И, да и вообще, в принципе, город Пистоя известен на весь мир вообще. На весь мир, я вам говорю. Сюда приезжают со всего мира бизнесмены, которые занимаются вот выращиваниями растений, там, семян, вот это всякое, да? О, смотрите, тут даже детская площадка есть. То есть, если вы с детьми так приехали, пока вы тут шатаетесь, может, детям не очень интересно. Оп, дети вот так вот могут на детской площадке и потусоваться, поиграть. Вообще шикарно. Вот, видите, огромная парковка. Блин, там дальше пальмы. Надо туда, короче, идти, смотреть. Вот, ну о чем я говорил. Со всего мира сюда приезжают коммерсы покупать, короче, растения. Я вам скажу, я однажды случайно просто познакомился с одной женщиной в этом самом, как он называется, в аутлете здесь в Италии. И она русскоязычная. И просто разговорились. Она говорит, я спросил, вы за тканями сюда приехали? Там просто здесь рядом город Пратов, в который мы как раз едем, показать вам индустрию тканей, скажем так. Нет, она сказала, я от компании краснодарской, крупной очень, которые выращивают, ну, продают готовые деревья и выращивают тоже там семена, она покупает. И я типа в Пистою приехала. Прикиньте. То есть, блин, вот так вот встретить. То есть здесь из России коммерсов дофига, которые приезжают. То есть Пистоя, она известна на весь мир. Там от США до Азии своими растениями. Ну, вот смотрите, тут даже спортивная площадка. Типа пришел еще и позанимался. Ну вот, видите, здесь прям вот смотрите, например, да? Я подхожу к любому дереву. Вот. И здесь даже вот описание, смотрите. Ну, откуда дерево, то есть все его как бы название там, характеристики, все, то есть, понимаете, и вот они, эти этикетки, они повсюду, и люди ходят, это как шоурум такой, ну, и выбирают себе, какие им деревья нужны, вот. Вот сейчас идем, смотрите, здесь даже лаунж-зона такая, вот, где можно отдохнуть, барчик, где можно подкрепиться, вот те пальмы стоят, пожалуйста, тоже на продаже, смотрите, прям деревья готовые, вот, присел такой, отдохнул, кайфанул, кофе выпил. Вон, смотрите. Тут ресторан еще есть. А, ресторан еще есть, да? Блин, рыбы. Круто. Да, запах рыбы есть, чувствуется. Вот видите, пальмы, смотрите, какие лежаки, там все, лег, даже позагорал. Здесь вообще, давайте пойдем, вот, смотрите. Что это такое? Так. Так, мир цветов, ароматов и форм. Прикиньте, написано. Короче, заходишь, и здесь прям вот. Видите, вообще какая песня цветочная. Одни розы, просто цветочная песня. А посмотрите, да, произведения искусства какие. Посмотрите, там вообще дерево. Арки вот эти вот, знаете, на виллу себе поставить. А во какое дерево вообще в клумбе стоит.
Да вы просто гляньте, тут просто, ну, красотища. Сюда вот даже просто не покупать цветы, а просто прийти вот так вот, сесть на лавочку, там книжку почитать, вот это все. Видите, смотрите, вот это на виллу поставить, вот этот такой навес, вот этот вот, и он весь зеленью зарастет. Видите, он начинает зарастать. Это вот для частных домов в основном вот это все. Блин, ну я скажу, это не дешевое, конечно, удовольствие, потому что красота лютая. Это просто, посмотрите, ботанический сад, блин. Вот. Ну, очень круто, знаете, вообще как. Просто я вот так сниму. Приезжайте, я говорю. Вот приезжайте посмотреть. Это вообще любопытные все вещи. И вот у Пистои, у города, это основной его бизнес, как бы, с древних времен. Они выращивают вот эти вот всякие разные цветы, там, деревья, и занимаются этим. То есть здесь, в Италии, у каждого города какое-то свое направление. Вот. То есть каждый город чем-то славится, что-то делает. Кто-то там, вот, например, как Кальтаджироне в Сицилии, там керамику делает. Кто-то, как остров Мурано, там из стекла выдувает, да, в Венеции, там скульптуры. Кто-то вот как Пистоя цветы деревья выращивает. Кто-то как Прато тканями, да, занимается, мировая столица тканей. Вот. Каждый город, каждый чем-то вот примечателен, чем-то известен, каким-то своим бизнесом. Ой, смотрите, там еще дальше кактусы какие-то идут вообще. Ну, что хотите здесь? Любые цветы, любые растения, любые деревья. Необычный такой экспириенс, конечно. Надеюсь, вам тоже с нами интересно. Мы вам будем каждый раз на каналах показывать какие-то такие интересные штуки стараться. О, смотрите, кактусов вообще, как в этом самом. В пустыне, блин, нахожусь вообще. Гляньте, просто вот. Ковбоев здесь не хватает на лошадях. Такие с индейцами, блин, перестреливаются. Вот. А вон какие кактусы огромные, круглые. Пойдем смотреть, Юля. Смотри, какие они лохматые вообще. Наш кот не такой лохматый, как эти кактусы. Смотрите, какие кактусы. У-у-у, там вообще ботанический сад с рестораном наверху. Вы видите вообще? У-у-у, вот это я понимаю. Смотрите, какие пальмочки молодые, новенькие. Я не знаю, что это. Это не пальма, это какие-то кактус-пальма. Подиум. Блин, да такой даже не выглядит. Знаете, он был с иголками. Типа а-ля кактус. А наверху как пальма вообще. А вон, смотрите, какие. Лопухи какие огромные вообще. Это же еж, блин. Ежик ни головы, ни ножек. Вообще, а вон какие в вазах стоят. А вот это дерево. Ну ничего себе, всем деревьям дерево. Кто это? Ларопеталумчинезия. О, китайское какое-то дерево, прикиньте. Блин, со всего мира его выращивают. А вот смотрите. Вообще, это же типа бонсаи какие-то, наверное. Миниатюрные деревья, смотрите. Да, сад бонсай, видите, называется. И целый сад бонсай деревьев. Каких хочешь вообще, на любой вкус и цвет. А вот какое вообще, как ель, елка, не пойми, что вообще. Ну, очень красиво. Вообще, вот прям растет. Ой, ну, красота. Пойдем внутрь посмотрим. Я не знаю, нам разрешат снимать внутри. Мы же пока не топовые блогеры. Если мы были какие-нибудь, нам 1 000 000 подписчиков, так что вы подписывайтесь. Нам нужно 1 000 000 подписчиков, чтобы нам разрешали заходить, типа, снимать. Мы будем такие говорить. Мы, типа, блогеры, блин. И нам везде путь открыт. Смотрите, рай какой. И тут можно пообедать, поужинать наверху. Прикиньте, так сидишь, вообще кайфуешь. И тут свежо. Тут свежо, так хорошо, тишина, такое спокойствие. Вот так сел. У-у-у, топчик вообще. Ну, я вам скажу, приезжайте к нам сюда. У нас вот столько удивительного и интересного. Смотрите вообще, да? О, какое дерево, цветочки на нем какие-то вообще-то. Смотрите, какое дерево. Вот это бы дерево нам. Вот это дерево вообще. Надо бы сказать, все умерло бы у нас, потому что у нас все умирает. А вот какая пальма стоит, да? Всем пальмам пальма. Мне кажется, в джунглях таких пальм нет, как здесь, красивых. Ой, какие-то завитушки. Все, посмотрите, какие. Тосканские эти самые растения, смотрите. Тускани планс. Видите, плантации какие на фото, вон они. Вообще, гляньте, тут кого только нету вообще. Смотрите, какие миниатюрные, маленькие вообще. Ой, красивенькие.
О, вообще, какие они милые все. Вон что-то лимоны, не знаю, кто это вообще, какие-то можно съесть прям. Кактусы, кактусов вообще тьма тьмущая. Ой, смотрите, в горшочках каких милых. Вот так. Я так понимаю, просто продается для посетителей. То есть вот мы, допустим, если сейчас хотим что-то купить, мы можем купить. Вот, например, кактус. 68 евро. Ты нифига себе, кактус 68. Мне вот это за 33 нравится. Он еще такой в Миленький. горшочке, вот это на подарочек. Вообще огонь. 33 Да. евро, ну, ребята, это вообще не деньги, честно, на подарок. Такой аутентичный подарок, достаточно прикольный. То есть выделиться так, выпендриться. Ну, в общем, вот так вот. Короче, мы поедем дальше. Вы с нами оставайтесь, дальше будет еще интересней. Погнали. Так, ну, мы приехали в город Прата. Вот, город сам мы мельком покажем из машины. Юля там покажет, расскажет. Потому что мы не планируем прям на нем сильно заострять внимание. Хотя город неплохой, красивый. Вот, сейчас что мы первое сделаем? Мы, во-первых, проедемся с вами по китайскому кварталу в этом городе. Ну, и вы своими глазами увидите, как бы там даже надписи все на китайском, все в иероглифах, указатели в иероглифах. То есть все там, вот все на китайском. Там одни китайцы ходят по улице. Мы вот даже видели, здесь даже энергетическая компания китайская открылась, которая как бы электричество продает. То есть, ну тут все, банки китайские. Я вот думаю, сейчас еще, может быть, лет 5, максимум 10, тут вообще, мэр станет китайцем. Ну и тоже, смотрите, как бы горы, да, такие вот, там вон какие-то домики на горах, не знаю, видно, не видно. Вот, тоже живописный городок, на самом деле, окруженный горами. Вот здесь тоже можно есть где погулять в лесах, очень красивые водопады, там все скалы, горы, да? Да. Вот. Ну, и что еще? Затем мы вам покажем наш, ну, так скажем, сторонний бизнес. Мы не то чтобы сильно этим занимаемся, но периодически. Связан он с тканями. Вот. Мы едем по запросу одного клиента из Украины, очень крупного коммерса. Вот. Снять ему сток по тканям. Вот. Он хочет купить там 10 контейнеров. Вот, смотрите, какой вид на горе. Вот, 10 контейнеров хочет купить. И вот сейчас будем пробивать ему цену. Вот, ехать общаться. И вам покажем. Мне кажется, вам будет интересно посмотреть, что такое вообще сток по тканям. Вот, как это выглядит. Вот, ну, в общем-то, да. Оставайтесь с нами. Вот смотрите, сейчас мы проезжаем стены города Праты. Это стены, которые окружают историческую часть города. На самом деле, во многих городах Италии можно увидеть эти стены. Конкретно эти стены были построены, по-моему, в конце 12 века. Это вообще любопытно. А вот ворота, через которые можно въехать в город, в историческую часть. Вот, в Прато их примерно, по-моему, 8 штук. Так, смотрите. Короче, это один из самых больших стоков вот, в городе Прато в Италии. Здесь вообще все есть просто. От зимнего до летнего. Вот, это все полностью закрывается, вот, и распродается. То есть здесь где-то, ну, в районе 10 контейнеров. Вот. Здесь есть зимние, вот, посмотрите, сейчас я вам покажу. Вот, например, вот эти вот. Видите, это все партиями. Вот оно. Это все партиями. Вот она. Зимняя как бы. Вот, все регулярное. Вот здесь вот, смотрите, вот эти 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот эти сверху, это все эко-кожа. Тоже все по одной цене. Вот 7, 8, 9, 10. Сверху вот эти вот поддоны. Естественно, и вот это все уходит. Тут джинс, не джинс. Есть, вот она, зимняя. Смотрите, какая красота. Вот, ну просто вот, посмотрите. Посмотрите. Просто красотища. Все по одной цене. Все продают. Вот она, зимняя идет партиями, смотрите. Прям партиями, вот. Все в контейнеры, все по одной цене идет. Дальше идем. Здесь тоже вот зимнее. Вот оно все. Все зимнее. Вот, смотрите. Вот оно. Видите? Все, зима. Сейчас как раз вот
лето наступает, сейчас надо к зиме готовиться. И все тоже партиями. Ну, такими тоже небольшими, но это не то, что прям совсем разный сток, тоже партиями. Вот она, зима снизу. Джинсы есть, джинсы еще там я вам покажу, позже будет. Вот оно тоже все идет. То есть здесь товара куча. Вот зима, пожалуйста, тоже еще. На зиму здесь вот просто цену отбиваешь. Вот сразу одним этим самым, вот смотрите. Одним этим самым, как он называется? Одним контейнером отобьешь всю цену там 10 контейнеров. То есть ткани хорошие, дорогие, если по метру брать. Но вот закрывается вот партия вся. Вот она тоже партия. Полностью идет. И вот туда вот до конца тоже сток. Сейчас пройдемся. Это все майка, джерси. Вот такая плотная. Вот такие вот еще вещи. Типа на пальто. Стретч. Вот он на пальто. Вон оно еще все туда уходит. То есть тут как бы есть и партии, и стоковые вещи. Вот это как бы, да, мех зимний. Эко-мех. Вот он весь мех. Вот он, посмотрите, он весь мех здесь лежит. Вот. Потом там еще мех будет с другой стороны, я покажу. Вот. Ну, огромный сток. Просто все закрывают они и распродают. Сейчас вот ищут клиенты как раз на покупку. Цена. Она тут договорная цена. Вот. То есть он сказал там, грубо говоря, хотел 2,5 евро за килограмм. Но я уверен, он может снизиться. Вот. Нормально так снизится. Это все обсуждаемо. То есть, если скажете интересно, то все можно обсудить. И вот мы заехали в китайский квартал, как мы его называем. Вон, видели, там вывеска супермаркета с китайскими иероглифами. И вот сейчас мы будем ехать по улице, вы увидите, сколько вывесок, и везде есть китайские иероглифы, перевод для них. Эта улица называется Виа Пистоези. Вот. И вот смотрите, вон вывески с иероглифами, вон вывеска с иероглифами. Вон, смотрите, вон иероглифы тоже китайские, вон ресторан снизу подписано для них. Перевод, так скажем, потому что они многие здесь не знают итальянского, они живут и даже его не учат, потому что живут вместе со своими, так скажем, и как будто бы и не надо. Вот смотрите, тоже повсюду, вон мусор валяется, у них, конечно, здесь неопрятно, у них постоянно мусор валяется. Мы что в том году, когда жили в Прато, часто, когда проезжали мимо или случайно проходили по этой улице, часто видели, что там мусор. Дома тоже все обшарпанные, неухоженные, особо не следят за этим, им все равно. Вот, и тут целая улица, в общем, где они тусуются. И итальянцев здесь практически вообще не осталось. Одни китайцы теперь живут. Вот, смотрите, тоже вывески. Ну, вообще, короче, вон на улицах одни китайцы ходят. Но это, конечно, прикольно. Миша это место называет Чайнатауном. Вон, смотрите, тоже вывески. Везде иероглифы, абсолютно везде. Рестораны, магазины с одеждой, они все оккупировали. 20 или 30 лет они уже, так скажем, тусуются в этом месте и распространяются по всему городу. Ну вот, мы выезжаем, значит, из города Прато, точнее, сейчас будем проезжать центр. В Прато мы, в принципе, все сделали, что хотели. Поедем дальше. Заедем в городок красиво, вам покажем, поговорим о том, о чем мы хотели с вами поговорить, насчет документов и как их мы получали. Вообще, Прато хороший город. Когда мы приехали в Италию, мы вот здесь остановились, не конкретно здесь, а в этом городе. Вот, и прикольно было. Город большой по итальянским меркам. 380 тысяч человек проживает примерно. Вот. Сам город достаточно индустриальный. Вообще он известен
тем, что делает ткани. Но Миша уже про это рассказывал. То есть это город, мировая столица тканей. Вот, здесь также есть музей по тканям, очень известный на весь мир. И, собственно, ради него приезжают туристы его посмотреть. Вот. Ну и здесь делаются самые лучшие ткани для всех мировых брендов, для французских, итальянских, понятно, и для других классных брендов, крутых. Ткани делаются все здесь. Вот, собственно, как-то вот так вот. Ну вот, здесь на самом деле это местечко, где мы часто бывали. Здесь такой небольшой скверик прикольный и выход из центра. Ну или вход из центра. Что еще хотела рассказать вам? Здесь, конечно, было хорошо жить в плане того, что все удобно, все под боком. Вот. Но, однако, очень небезопасно, потому что даже в той квартире, в которой мы жили, в эту квартиру до нас, до того, как мы жили, 2 раза залазили и ограбили ее. Вот. В этом плане, конечно, вообще небезопасно. Окна разбивают, бандитизм, и все это, конечно, неприятно. Вот. Ну, собственно, больше мы здесь живем, просто вспоминаем это как хороший эпизод нашей жизни. Ну вот, смотрите, мы приехали в другую долину по соседству с нами. Сейчас будем ее всю проезжать и остановились в удивительном городке. Вот, припарковались. Сейчас мы вам его покажем, этот городок. Он вообще потрясающий. Вот, потому что, не поверите вообще, да, Юля, мы сами обалдели. Это 2 век до нашей эры. То есть, прикиньте, это не просто вы там 6, 7 век, 13, то, что мы вам там обычно показываем. Это 2 век до нашей эры. Да, это... здесь еще римляне. Да, это римское поселение. Да, римское поселение это было. Вон, смотрите, там садик наверху, какой у людей. Красивый. Я, правда, не знаю, сохранились ли здесь какие-нибудь здания? Замечательности, да, здания. А вот, посмотрите, какой дом красивый. Ну, мне такое вообще нравится. Но мы сейчас поищем, посмотрим. Вот, смотрите, античная пекарня Берти, пожалуйста. Тут пекарня. Делают, наверное, не знаю что. Ну, всякое мучное, наверное. Сладости, вон, я смотрю, делают. Вкусные, наверное, капец. Что ты хотел сказать? Здесь есть свои, как это называется, местные, так скажем, продукты. Например, мука из каштана. Здесь много блюд можно найти в местных ресторанах, надо знать, куда идти. Вот, и где подают блюда из каштана, сладости из каштанов и просто блюда. Потому что в этой долине очень много каштановых рощ. И раньше это место, вообще вся эта долина, тоже была известна каштанами. А вот, кстати, смотрите, видите, вот грузовичок, и на нем фрукты. Это так принято в Италии, короче, такие грузовички ездят по деревням и продают фрукты. Но это так любопытно, мне кажется, мило как-то. А вот, пожалуйста, да, ну как бы это деревня. Здесь сколько населения? 500 человек, по-моему. 500 человек, ну деревня, посмотрите. То есть здесь как бы это самое, ну типа лечебница такая. Вот. Здесь скорая помощь, видите, указано здесь есть. Выезд скорой помощи. То есть вот почта, вот эта почта Италия. То есть почтовое отделение. Ну как бы деревня не деревня, а все как бы есть. Смотрите, дома какие каменные. А башни, вот сейчас к башне идем, вообще высотища невероятная. Тоже виды, конечно, на долину красивые. Лавочки, смотрите, какие лавочки стоят. Ничего себе, вот это лавочки. Вот, а вообще, на самом деле, параллельно мы же сейчас как начали темы всякие, ну, разговорчики всякие вести, разговаривать. У нас в комментариях один человек, вот, очень вежливый человек, попросил, ну, сказал, любопытно, как бы, узнать, ну, как вы сюда переехали, как бы, ну, с чем столкнулись, как бы, с какими проблемами, там, по документам, не по документам. Смотрите, какие дома каменные, да, вообще? В таком очень хорошем состоянии, вот эти занавески колхозные, как обычно, у итальянцев, да? Вообще. Я думаю, что сначала нужно рассказать, почему Италия. Нет, давай по порядку. Я сначала хочу сказать. Да, человек попросил, как бы, расскажите, почему выбрали Италию, как переехали, что стало причиной переезда. Вот. И здесь как бы, знаете, я уже вижу. Ой, смотрите, какие там даучки идут наверх. Видите, он такой прям узкий, ну, как обычно, эти Борго, и прям в гору. Но мы с вами сходим туда. О, а церковь, смотрите, какая церковь вообще.
Может быть, даже, кстати, войти получится. Попробуем показать, если получится войти. Ну вот, я уже вижу... Ой, блин, отвлекаюсь все время. Посмотрите, какой балкончик красивый. Тут зелень такая вся. Вот, я уже вижу, как вот... Ну, как сказать? Сейчас из России некоторые люди, ну, я их называю патриотами. Вот так вот. Без обид как бы. Я уже вижу, как они нас сейчас всех атакуют, нас обоих. Что мы там, это самые предатели, убеганты, нас это часто называют в комментариях. Вот. Но я вам скажу так, я вас обломаю, ребята. Вот. Мы не совсем убеганты. Вот. Объясню почему. Ой, смотрите, сколько цветов. Смотрите, все так усеяно, украшено. Вон тебе, пожалуйста, наверх, куда-то там сад вон у людей. Потому что я в Италии с 1998 года. Вот так вот. Я работал в НАТО, в Неаполе, в Баньоле. Вот. И для меня Италия это как второй дом. То есть практически вся моя жизнь была проведена между Россией и Италией. И я, в принципе, не планировал жить в России. В принципе. Вот. Поэтому я никакой не убегант. Вот. И Юля никакой не убегант. Она просто моя жена. И поэтому уехала со мной. Поэтому так что не нападайте с этими вашими вот этими клише, которые сейчас в последнее время вы все ставите всем, кто уехал. Ой, красотища вообще невероятная. Здесь совсем другая ситуация. Вот. Смотрите, и вон там вон город, видите, как он расположен. Ну, мы потом посмотрим все это. О, посмотрите. Нам удалось попасть. Посмотрите, какая красотища. А какой потолок. Посмотрите, какой потолок вообще. Ну, потрясающе, я вам скажу. Очень эффектно. Церковь 13 века. Вот Юля сказала, она прочла, не поленилась. Прикиньте, 13 век. Вы просто посмотрите, какие это произведения искусства. Просто гляньте. Смотрите. Невероятно, да? Здесь, да, и музей какой-то находится. Ой, посмотрите, какие на потолке фрески. Ну, это потрясающе. Это просто, ну... Это очень красиво. Это произведение искусства, я вам честно говорю. Это, я вам скажу, камера вообще ничего не передает. Глазами это вообще другая история. Небольшой засвет от окон. Сегодня очень солнечный день. Так что извините. Ну, очень, очень эффектно. Просто посмотрите, космический какой вид. Вот люди старались, сделали, да? Да. Не, ну понятно, что церковь была отреставрирована в 17 веке или в 16, сейчас точно не помню. Ну да. И так или иначе, это вообще потрясающе. Реставрация, это понятное дело, да. Да. Ну, очень красиво. Ладно, пойдемте дальше. Вышли из церкви. Вот барчик на площади. Вон, смотрите, город, он еще и наверх туда идет. Ну, как город, деревня. Вот. Ну, вернемся к нашему разговору и пойдем посмотрим сам город. Пойдемте наверх. Вот. Глянем, как он там сверху выглядит. К нашему разговору, да. Конечно, окончательное решение о эмиграции, о переезде было принято после начала военных действий со стороны России в сторону Украины. Вот, то есть это был февраль месяц. Вот, у меня уже мысли тогда закрались, что, ну, не к добру все это вообще. Все это уже совсем беспредел какой-то. Это по моему мнению, поэтому не стоит обижаться на меня. Давайте так, у каждого свое мнение по поводу всего. Я же не лезу к людям, у которых какое-то другое мнение. Вот.
И да, в этот момент было принято решение. Мы взяли себе еще полгода, чтобы, скажем так, организоваться. И когда мы уехали из России? В октябре, по-моему, да? Да, в октябре. Вот, мы что сделали? Мы подались на В визы. сентябре даже, в конце сентября. Да. Ой, видите, уже реконструируют. Там тоже дом каменный. Реконструкция идет. Вот, сейчас пойдем посмотрим этот городок, деревню. Вот, да. У меня тогда уже не было действующих документов итальянских. Это я жил в Италии с 98 там, по 2006 год. Я потом вернулся в Россию. Ну и набегами бывал в Италии. Там полгода в Италии, полгода в России по визам. Больше по рабочим. У меня просто все бизнесы связаны с Италией. Вот, поэтому так вот происходило. И действующих документов у меня не было. Юля вообще первый раз за границу ехала. Соответственно, ой, смотрите, тоже занавески у всех эти. Ой, чудные, конечно, вообще ужас. Вот. Любопытно, чего. Вот. Да, и мы приняли решение податься на визу, на итальянскую, по визе уехать в Италию. Вот. Потом что-то какая-то вакханалия началась, понятно, с этой мобилизацией. Все дела. Вот, мы подумали, ну его нафиг, ждать эту визу в Москве. И решили, как сделать. Уехать в Армению, вот, на пару месяцев. Паспорта оставили свои загранники в России. Ой, смотрите какой, да, тут туннельчик такой. А вон, смотрите, стена. Вниз, да, стена такая из камня, средневековая. Ой, туннель вообще. Но тут прям чувствуется история. Здесь прям, вот это прям видно, да, прям история. Прикиньте, вот камни вот эти. Ну, я сейчас не могу с уверенностью сказать, этот ли камень. Но, в принципе, определенно какой-то камень в этой деревне 2 века до нашей эры. То есть, представьте себе, ну, это даже вот в понимании, в голове не укладывается. Вот, смотрите, какая там картинка. Вот этот дом каменный с этого туннеля, вообще красотища. Фотозона, блин. Вот, да, и мы решили уехать в Армению и там как бы дождаться наших виз в паспортах. Вот, нам туда бы их прислали. Вот, что, в Армении, блин, мы прилетели, нам очень понравилось, да? Ну да, в Армении вообще круто было. Ну, непонятно, для меня самое главное это еда. Вот, и еда вообще потрясающая, очень красиво там, особенно в центре мне понравился Ереван. Вот, прикольно, мы катались, попутешествовали по Армении. По Да, горам. мы там, короче, брали таксиста, ну, частного, платили деньги, и он нас там вообще катал, аж до границы довозил. Ну, хорошо так вообще покатал нормально. Мы такие, природа там вообще роскошная, тоже горы. Еда, как Юля сказал, я про еду вообще молчу. Это песня, это не еда, это песня, а не кухня, скажем так, армянская. Это у меня Армения просто в сердце, честно. О, смотрите, какая красота, да? Вообще, ну, мне нравится. Вот. Есть музей. Ну, Ну, я не знаю, музей это или не музей. Вот, туда это, я так понимаю, мы сейчас вниз, это опять из города выходить, вот туда на улицу. Попробуем наверх пойти. Вот, ну, что про Армению? Мы там долго достаточно были, да, вот 2 месяца. Ждали эти визы, вот. Просто с визами вообще проблема была. Посмотрите, какие улочки. Узкие, красивые. А главное, все чисто так. Мне нравится. Хорошая эта Борга, хорошая деревня. Вот, сложности с визами. Понятно, там все вот ломанулись сразу. Это мобилизация, там все дела. Вот, ну и мы с ними вместе ломанулись. Вот, как говорится. Еще Юля первый раз ехала, они тоже, итальянцы, на это смотрят. Они же тоже боятся, что там останешься у них в стране, туда-сюда. Но меня успокаивало, что я, как бы, у меня, во-первых, были документы в Италии. Вот, тесные связи с Италией по работе, и семейные, и много чего. Вот. И плюс у меня этих виз было 100-500. И мы вместе подавались, как бы, вот, как муж и жена. Поэтому, в общем-то, это успокаивало, что нам должны были дать визы. В итоге визы нам прилетели, конечно. Вот. Паспорта мы получили. Смотрите, как. Тут вот так вот можно сесть. Вот так вот. Смотрите. 1568 год на двери написано. Потрясающе. Толок такой прям новый. Видите, все ухоженное, все новое. Все люди говорят, у вас все разваливается. Я не понимаю, где вы видите, что что-то разваливается. гнезда. А, да, смотрите. Прикол, птичьи гнезда. Смотрите. Вот это прикольчики. Ладно, будем подниматься наверх.
Хотя здесь так свежо, вообще хорошо. Вот. В итоге, да, нам прислали наши паспорта с визами. Вот. И мы улетели в Италию. Вот. Да, 15 декабря официально мы прилетели в Италию. Вот. Соответственно, что там? В Италии, ну, на второй же день, как мы проснулись в Италии, на следующее же утро, мы сразу пошли в Квестура, это полицейский участок в городе Прато. Мы в Прато остановились, потому что это город, как бы, в котором я провел много лет жизни. Вот, он мне хорошо знаком. Вот. Пошли туда, попросили политического убежища. Основания на это были. Я сейчас видео, думаю, это не стоит рассказывать. Не потому что это какой-то секрет или я что-то там боюсь. Ну, просто, скажем так, есть личная информация. Как бы, мне кажется, это мало кого-то должно сильно интересовать. Вот, причины. Но мы подали политическое. У нас забрали все документы. Ой, бабочки какие красивые. Ой, тут как интересно. Забрали у нас все документы. Вот. Там российские паспорта, загранпаспорта. И выдали нам бумажки. Типа формата А4, такие на принтере распечатанные. Типа временное разрешение на пребывание в Италии, на нахождение. Я уже не помню, как это модуль называется. Модуль C3 это называется. Модуль C3. Вот Юля, видите, с памятью молодец вообще. Вот. С этим модулем C3, честно, опа подтереть. По-другому не сказать. Мы даже симки не смогли взять с помощью этого модуля. То есть даже симки не смогли взять. Мы его приносили, а все такие, ну и что это? Ну да, он как бы, он тебе официально позволяет. То есть, если там полиция тебя остановит, он тебе позволяет нахождение в Италии. То есть, тебе ничего никто не скажет, слова. Вот, пойдем туда, смотри как. А вон, смотрите, на башню, как вид открывается, да? Вот у людей вот балкончик. Смотрите, как вид открывается на башню. Красиво. А вот видите, вот эти номера, я вам как-то показывал в одном видео. Плиткой выкладывает красивенько. Вот. Но этот модуль C3 не признан никем. То есть, как Юля сказала правильно, симки вообще взять невозможно. Ни счет ты не откроешь. Никаких документов ты не оформишь. Квартиру ты не снимешь. Это вообще геморрой, этот модуль C3. Я вообще не знаю. Ой. Сейчас, подождите. У нас тут машина едет, посмотрите. Вот. Нифига по узким улочкам, как он чешет, дедок. Вообще, вот это дедок, блин. Молодец. Вот, да. Ты ничего с ним не сделаешь. Ты как бы не человек, вот честно. Короче, мы с ним промучились. Сколько мы с ним промучились? 2 месяца. 2 месяца мы с этим модулем промучились. И нам потом в Квестуре выдали как бы пермессо ди согgiorno. Это временный вид на жительство, да, такой ВНЖ. Он, по-моему, на полгода. Почему на полгода? Потому что у нас был этот самый интервью нам назначили на лето, на август во Флоренции. Интервью по поводу политического убежища. И до этого момента нам выдали временный документ, но он уже более такой цивильный был. То есть был похож на настоящий ВНЖ. Ой, гляньте, вообще, да, раскрывается, как долина отсюда. Поднялись. Весь этот город как на ладони. Город, деревня. Красиво. Вот. И что? Мы сразу взяли там, открыли банковский счет. Я записался в школу вождения, чтобы получить права итальянские. Сделали страховку эту. Да, сделали, значит, тессера санитария, медицинское страхование. Вот, как резиденты. Сделали ID-карт, пока только бумажный, правда, сделали. Такой не карточный, а бумажный. Вот, карточный дают, когда у тебя уже ВНЖ полноценный. А пока у тебя такой времянка полугодовая, карточку не дают. Там просто бумажку такую дают, ID, типа, ну, внутренний паспорт а-ля. Вот, да, школа вождения, как я сказал, на категорию А. Мы просто мотоцикл купили. Там просто тема какая? Там с российскими правами ты можешь ездить год. С момента, как ты становишься резидентом Италии. После этого все, они как бы уже не действующие считаются. Ты должен получить итальянские. Ну, и я заранее уже начал сдавать, чтобы за год как бы сдать на права, и все, и отвязаться от этого. Вот. А вот посмотрите вообще, да? Какая арка красивая. Вот, и что там с документами? Ой, тут такой тенек прям хороший. Прям посидеть можно. Да, но туда уже, по-моему, вниз уже опять спускается город. Он, видите, он с разных сторон можно заходить, выходить в него. Да, туда это уже дорожка вниз.
Это мы по ней потом спустимся. Пойдем еще кверху попробуем подняться. Вот, посмотреть. Вот, дальше что у нас? У нас интервью было. Вот, интервью у нас было. Прошло оно неплохо, как бы. Для Юли там был переводчик. Паренек, откуда он, из Украины, по-моему, был? Да, он из Украины. Он из Украины был, да, он был переводчиком. Вот, у нее. Мне не нужен был переводчик, я итальянский знаю. Вот, нас по отдельности интервьюировали. Вот, ну, расспрашивали причины там, туда-сюда, все дела. Buongiorno. Вот сейчас, короче, с местным пообщались. Вы смотрите, какой туннель. Сейчас, короче, пойдем на панораму смотреть этого города. Он говорит, панорама, как бы там улочка такая ведет, которая просто капец. Посмотрите, как красиво вообще. Посмотрите, просто фотозона. Капец, какая резкая. Резкий подъем очень. Ой, тут лавочки. А называется улица Via del Spavento. Типа улица страха. Вот. Любопытное какое-то название такое. Вот, смотрите. Смотрите, как мотик там у него стоит в туннеле в этом, в арке. Кактусы растут. Кактусы растут. Что не растет. Это вообще ботанический сад. Смотрите, какая просто красота. Ну, красотища. Так, о чем мы говорили? Я уже забыл. Я отвлекаюсь и забываю. Ты говорил про то, что про интервью. Да, интервью, да. Вот у Юли был переводчик, мне он не нужен был. Ой, блин, действительно, подъем резкий. Мы будем подниматься. Надо вам показать панораму. Да сами посмотреть. Вот, нас интервьюировали, все вопросы задали, сказали, что типа в течение там 2 месяцев вам придет из Рима ответ по почте, по адресу проживания. Ну, прошли 2 месяца, нам пришел ответ, что нам... там как вообще? Там 3 вида политической защиты. Там что-то, если я сейчас не ошибаюсь, как бы не принимайте прям слова, очень близко к душе. Там как бы, по-моему, на 2 года, на 3 года, по-моему, и на 5 лет. Вот типа 3 вида. Короче, который на 5 лет, он с автоматической пролонгацией. Ну, то есть, как бы он автоматически пролонгируется, который на год, по-моему, ой, на 2 и на 3, они, по-моему, там по истечению ты должен опять интервью проходить. А то есть 5-летний ты вообще не проходишь больше интервью. Вот. Ну, это... Да. Ну, короче, это какой-то самый топовая защита политическая, скажем так. Ну, вот нам ее как раз и дали. Пришло уведомление из Рима. Вот, сказали, что вот именно такого типа... Ну, где-то, я не помню, через сколько мы получили уже 5-летний ВНЖ, как карточка. Ой, вот это подъем вообще. Сердце остановится сейчас. Я не помню, по-моему, через полгода мы ее получили. Да. Вот. В этих очередях стояли. Да, там, короче, это отдельная тема. Мы сейчас расскажем попозже про эти полицейские участки, где документы получаются. Это ад просто. Вот. Ну, получили мы через полгода эту карточку. И Юля, и я, ВНЖ 5-летний. Вот. Да, ну ты подожди, куда ты спешишь быстрее паровоза. Когда мы получали вот в квестуре, в полицейском участке этот ВНЖ, она нам сказала, 2 раза повторила: вы подумайте, потому что если вы сейчас ставите подпись, ну и свое согласие, то вы больше никогда не получите назад российские паспорта. То есть их изымает, по-моему, ООН, что ли, организация, ну, по политической защите вот этой. Я не знаю, не помню точно. Короче, они там хранятся, но тебе уже не вернут. Даже если захочешь, потребуешь. Вот. И она 2 раза нам это сказала, повторила. Но мы как бы и не планировали возвращаться, честно. Вот. И да, я сейчас отмечу, мы не планировали возвращаться, сейчас тоже налетят. И воздух без вас стал чище, и то сё, и вообще идите вы туда и туда. Послушайте, я же не в обиду кому-то говорю. Каждому нравится своя страна. Кому-то нравится в России жить, кому-то в Австралии. Мне нравится в Италии, Юле нравится в Италии. Что в этом плохого? Я вот это понять не могу. Воздух без нас стал чище. Ты, ради бога, дышите свободно. Что я вам могу сказать на это? Вот. Здесь тоже чистый воздух. Поверьте, почище, чем в России. Ну, по крайней мере, чем в Москве. Не в России там. Ну, в Москве точно погрязнее будет. Смотрите, какой вид шикарный вообще, да? Дошли мы до этой панорамы. Люди живут вот так вот. У них вид просто роскошь.
на всю долину. Вот тоже домики какие, все виллы большие, интересные. Ну, только выйдешь из города, сразу участки. Да. Ну вот, мы не планировали возвращаться. Меня вообще особо никто не держит там. Родственные связи какие-то. У меня такие родственники, что от них проще отказаться. Вот. И Юля не прекращала общение. Почему ее родственники вот собираются приехать к нам в Италию. Вот, навестить как бы. Ничего, никаких проблем мы не испытываем. Ну, мы подписались, все. Нас забрали все наши документы российские. Загранпаспорт, внутренний паспорт. Вот. И выдали нам, да, вот этот ВНЖ карточка и голубой паспорт. Голубой же он, да, по-моему, голубого цвета. Да, это, короче, выдают тем, кому дают политическую защиту. Это для того, чтобы путешествовать паспорт. Потому что так как у тебя паспорт, в принципе, забирают, то дают такой вот паспорт для путешествий. Он называется. Вот. Ну, там, если хочешь там в Штаты поехать, еще куда-то. Вот такие вот дела. Ну, в общем-то, вот как-то так вся процедура выглядела. Сейчас коротко, подробно разберем отдельные моменты смешные всей этой процедуры, пока будем гулять по нижней части города. Так что оставайтесь. Сейчас, короче, будем спускаться вниз города. Там еще внизу много красоты всякой разной покажем. Вот. Но, блин, вот, кстати, уголок. Смотрите, какой уголок вообще хотел показать. Смотрите, как мило. Такие вазочки с цветочками. Ой, жаль, жасмин этот, на который у меня аллергия. Ну, смотрите, какие туннельчики, вот эти арки, да, вообще средневековые. Вот там, пожалуйста. У людей тоже вот садики. Смотрите, какой сад. Вообще красиво, да, люди себе делают? Просто потрясающе. Вы гляньте. Там тоже арка. Гляньте вообще как. Сейчас я фотку сделаю, блин, очень красиво. Извините, отвлекся, фотку просто делал для Инстаграма. Блин, ну посмотрите, какая красота. Я вот просто сделал фотку, это же просто, ну, неописуемо, да? Картинка просто как в фотошопе сделана. Вот, а камни, посмотрите, какие, это как скала прям. Вы просто гляньте, это просто вот скала. Потрясающе. Нет, тут, конечно, историей пахнет вообще. Даже не пахнет, а воняет прям историей. Ну, сильной такой, древней историей. В хорошем смысле этого слова. Вот, и чисто, главное, так вот, прям чистота, как будто только что убрали перед нашим приездом. Удивительно, кстати. Не всегда так. Не во всех деревнях, честно, так. Вот, по поводу еще документов хотели добавить. Блин, здесь в Италии проблема бюрократия. Мы столько нервов себе измотали. Мы просто вам коротко, быстро постарались рассказать, чтобы это нудно не звучало, все это получение всех документов и всей процедуры. Но это столько нервов, да, Юля? Столько времени, столько 100 раз мы были в этом полицейском участке. По 5, по 6 часов ты там проводишь. Среди вот этих мигрантов, которые там, знаете, такие мигранты, как бы, ну, всякие африканцы, там, палестинцы, там еще кто-то. Китайцев было дофига, ну потому что это город Прата. Ну да, правда, там китайцев целая куча, там кого только не, вот ты стоишь на жаре, на холоде, в разное время года, не сесть, ничего, не попить, не поесть, ни бара, там ничего, там бар далеко, минут 10 идти, а отойдешь, полицейский выйдет, начнет звать, блин, и все, пропустишь очередь, пиши пропал. Короче, это, честно, ад вообще. Они сейчас обещают, говорят, что типа что-то изменится, более цивилизованно все это как-то будут устраивать. Но мне, честно, что-то в это слабо верится. Поэтому, да, получение документов – это тот еще геморрой, это нервотрепка. Ну, честно, оно того стоит. Потому что, ну, вот мы получили, да, ВНЖ Италии, для нас открыт весь мир. Вот просто весь мир. То есть это мир без виз, я называю. Просто мир, где тебе все доступно. Едешь куда хочешь. Для путешественников, для любителей путешествия – это лучший подарок в жизни, мне кажется. Ой, а посмотрите, как здесь красиво выглядит. Просто гляньте. Я снова сейчас фотку буду делать, так что извиняйте, прерываюсь. Так, ну фотку сделал. Гляньте. Чувак тачку как загнал вообще. Смотрите. Я просто не понимаю, по этим улочкам, блядь, как они вообще на эти повороты заходят. Тут еще такой спуск. Вообще артисты. Домик, да, очень милый, да? Да, прям как в сказке. Сказочный вообще домик, просто сказочный. А вот смотрите, вот стена как бы идет, и дальше они специально оставили, чтобы показать, что она из камня.
То есть она как бы, вот видите, сделана местами, а местами камень. Так, кстати, часто здесь итальянцы делают. Вот. Любопытно, да? Вообще. Ну, интересно. Красотища. Короче, да, нервы намотаешь вообще. Ну, оно того стоит, я так считаю. Вот. Потому что вот эти вот визы все, вот, когда у тебя там российское гражданство, российский паспорт, ты бесконечно должен эти все разрешения бесконечные получать на то, чтобы где-то отдохнуть, куда-то поехать. Но это честно геморрой. Вот. Да, я вот, например, ну, это чисто мое восприятие личное, поэтому не стоит обижаться на это мое личное восприятие, повторюсь. Но у меня всегда было ощущение, что я как человек второго сорта, которого там какой-то дядя решает, там, дать ему визу или не дать. Поедет он отдыхать в нашу страну или не поедет. Я еду, тратить деньги, а тут как бы такие вот... Кто-то за меня это решает. А здесь как бы уже имея европейские документы, ты, в общем-то, вообще свободен. Смотрите, да, спуск какой. Крутой спуск, и все вот это вот. Крыши эти черепичные. Вон там у кого-то солнечные панели на крыше. Вообще красотища. А вот смотрите, люди кресло-качалку себе поставили, прикиньте, на балконе. И вот так качаются и смотрят на эту красоту. Ну, роскошь просто, честно. Просто роскошь. Смотрите, тут такое все витиеватое. Ну, короче, тема, которую мы сегодня затронули, честно, она, щепетильная. Я вот прям вижу уже, как это будут эти комментарии всяких недовольных ребят из России. Вот, оскорблять начнут, унижать, там, говорить, что у вас там все затхлое, все какое-то не такое, и вы вообще не такие, и вы вообще предатели. Я уже прям это вижу, поэтому, ребята, давайте уважать друг друга, выбор друг друга уважать. Это наш выбор. Все, мы его выбрали. Вы выбрали свой выбор. Я вас вообще не это самое, как это называется, я не осуждаю. Каждый живет как хочет. Ой, смотрите, там тоже сад у людей вообще какой любопытный. Тоже, конечно, они машины загоняют. Блин, такой узкий проезд. Хоп, загнал. Я, конечно, не знаю. Ну, научились, наверное, что с годами тут всю жизнь живут. Ну, не знаю, они еще все на механике тут ездят, итальянцы. В такую гору на механике. У меня, конечно, стаж большой, но черт его знает, Можно, гора, и вот туда вот чесать. Она еще узкая, вон там еще одна машина виднеется, бочина. Вы вообще умельцы. А я еще говорю, итальянцы плохо водят. Попробуй, загони сюда машину. Я бы вообще не решился, если честно. Но городок реально приятный. Вот прям объективно, да? Да, очень хороший. Очень хороший. Мы его много раз проезжали, но что-то как-то не придавали ему значения. И вот благодаря тому, что канал, который мы завели, чтобы вот вам показать, мы и сами увидели на самом деле. Поэтому можно сказать спасибо и вам, что мы его увидели. А иначе бы так всегда и проезжали бы мимо. Заезжали, вот тоже, видите, реконструирует дом белый. Вообще как новый будет. Реконструкции здесь очень много. Но видно, что здесь прям люди живут. То есть много народу живет. 500 человек, это, конечно, для деревни, это много, объективно. Но зимой я себе не представляю, в дождливое время такие подъемы, вот этот камень, да, он очень скользкий. Он вообще как лед становится, когда на него вода попадает. Я не знаю, как они вообще тут ходят зимой. Смотрите, туда тоже спуск какой-то. Тут разные спуски в город. Ну, на дорогу. Ой, я что-то вижу, там барчик, по-моему, какой-то. Прям приятненький вроде бы. Да, с цветочками. Вон там на балконе, видите, цветы, прям как ковер цветочный висит. Да, красный. Видите, красный вот это вот. Да, это бар, табачка, короче, здесь. Хорошая деревня, даже табачка есть. Я просто курящий, к сожалению. Вот. Смотрите, какой. Как ковер просто. Сейчас я покажу прям. Вот это цветы, да? Вот люди стараются делать, да, такую вот красоту. Мы спустились опять на дорогу. Ой, Юля розу пошла нюхать. Пахнут, да? Душистые. А вот гляньте, да, вот. Мы сейчас вот снизу города, посмотрите на это белое здание угловое. Какое оно любопытное, да? И дорожка уходит туда. Оно прям узенькое такое, сверху типа терраса такая вот с арками. Вот видите? Любопытная постройка.
Очень интересно. Ой, кто-то едет? Так, мы сейчас аккуратно перейдем, пойдем дальше показывать нижнюю часть. Вот тут, пожалуйста, агротуризм. Это где можно вот отдохнуть, переночевать там. Вот. А вот какой-то мост, вообще интересный, 14 век. Пожалуйста, пойдемте смотреть. А вон, смотрите, как люди приятно делают. Там хом, там надпись. Гномик тебе, пожалуйста. Вообще красивенько. Молодцы. Вот прям с душой люди так делают. Не, ну этот ковер из цветов меня поражает на балконе. То есть это так заморочиться. Ну, молодцы просто. Просто я вот итальянцев за это просто люблю. То есть, ну, молодцы. Не добавить, не убавить. Как бы. Сейчас покажем. Ну, вот, наверное, с чем мы столкнулись неприятным в Италии, когда только приехали. О, кстати, смотрите, как красиво. Смотрите, как сделали повозочка тут с деревьями. Бочка такая, типа, из дерева, смотрите, с цветочками. Прям люди прям постарались. А вот посмотрите, как. Дерево с лимоном, такой дом красивый. Ну вот, с чем неприятным мы столкнулись в Италии, это с тем, что когда мы получили документы уже, ну, этот самый вид на жительство, мы пошли же счета открывать в банке, нам для работы надо там, мы потом бизнес открывали, вот это все регистрировали. Мы обошли прилично банков, и нас везде такой, ну, не скажу, что в грубой форме, но в какой-то такой форме прям посылали. Говорили, типа, из России? Нет, типа, никакого вам счета. Вот так вот, прикиньте, как бы, ой, так красиво здесь. Вообще, смотрите, гляньте, какая красотища. Вот, я, конечно, все понимаю, и 0 вопросов. Ой, Собакин, смотрите, вот этот Собакин хорошенький. Вот, я все понимаю. Ситуация как бы сейчас понятно какая, и отношение она понятно какое. Ну, знаете, как бы всех вот как бы под одну тоже, ну, неприятно, как бы, скажем, в этой шкуре оказаться, но я понимаю это. Я прекрасно это понимаю. В итоге мы нашли 2 банка, которые нам без вопросов открыли счета. Вот, хотя у меня, знаете, больше какая претензия была на самом деле. Я просто объяснял, блин, да как же так? Я отказался от российского гражданства, отказался от российских документов. У меня документы Италии, то есть вид на жительство. В смысле? Ну, как бы я же не с российским паспортом пришел счет открывать. Ну, как бы они, знаете... Ой, смотрите, как красиво. Гляньте. Вообще, да? Любопытно сделано. Они мне объяснили это тем, что, смотрите, сейчас очень много русских приезжает в Европу под видом, типа, всяких там тех же политических беженцев, еще что-то, и открывают здесь счета и начинают проворачивать всякие махинации. Типа отмывания денег, там, помощь олигархам, там, российским, еще чего-то. Говорит, мы же не можем знать, кто вы. Вот. Как бы, может, вы тут прикинулись просто такими овечками. Вот. Белыми. А на самом деле, а они же банки как? Они боятся американских санкций. Они говорят, вот вы что-нибудь натворите, а банк лишат лицензии, как бы. И вот этим они как бы мне объяснили, да, свой страх. Я как бы понял, в чем смысл. Здесь больше не то, что какой-то расизм, а здесь больше момент, что они боятся лицензии получить, если мы что-то натворим не то. Тоже, знаете, сколько цветов. Цветов вообще, видимо-невидимо. О, наконец-то колонка с водой. Мы просто воду забыли. Вот, и мы наконец-то нашли. Короче, будем пить. Ой, какой котяра! Вот это котяра! Ты посмотри, какой хорошенький, хорошенький. Ну ты миленький просто котик. Ой, какой он прям как скелетик. Худенький. А что ты такой худенький? Уличный, потому что. Жалко как. У нас еда нет еды? Жалко. Ну, бедный котик. Ну, хороший вообще. Розовенький такой. А лапки беленькие. Блин, сейчас мы попьем, короче, отвлечемся, а мы потом с вами, смотрите, какая красота вообще. Даже грустно стало из-за котика. Вот. Смотрите, как красиво. Короче, скоро продолжим. Сейчас попили, короче, немножко остудились, скажем, потому что сейчас жара 40-градусная уже началась. Вот, без воды вообще никак никуда. Вот, можно не есть, но пить обязательно надо. Ну да, такая вот система, оно как бы нам объяснили в банке. Ну вот так вот оно, как бы нужно понимать это тоже. Вот. Ну, с чем мы еще сталкивались? На самом деле мы ни с чем таким особым не сталкивались, с каким-то расизмом, еще что-то. Здесь очень много украинцев.
Вот мы работаем с украинцами, как бы. Но если ты нормальный здравомыслящий человек, как бы, да, ну, не отмороженный какой-то, то к тебе и вопросов-то никаких нету, как бы. Вот. Да, понятно, везде какие-то есть, может, неприятные люди. Вот. Но мы не сталкивались практически с этим. Вот, в Италии. Абсолютно. Кстати, хотел рассказать, вот этот город, мы даже не сказали, как он называется, на самом деле, поэтому извиняйте, в описании тоже будет написано, называется Попильо. Вот, это уже провинция Пистои города. Это вообще была последняя оборона города Лука, по-моему. Нет, я сейчас вру, по-моему, это была последняя оборона города Пистоя. Пистоя, да. Потому что Пистоя и Лука, они между собой сражались. Это два крупных города, рядом с друг другом находятся, и долина между ними. Вот, и здесь проходили лютые сражения. И Попильо, он был разрушен очень много раз. Очень много раз. Смотрите, какая частная территория красивая тоже. Садики, все аккуратно так. Ой, туда куда-то вниз все идет. Сейчас посмотрим. Очень много раз он был разрушен, потому что здесь самые лютые баталии проходили, вот прям битвы между Пистоя и Лука. Вот, в итоге этот город стал принадлежать навсегда городу Пистоя. В коалицию входил города Пистоя. Вот. И, в общем-то, вот так вот. Да, здесь... Ой, смотрите, туда куда-то вниз идет. Я, правда, не знаю, что это. Посмотрим. Вот, посмотрите, да? Вообще как дом, как крепость просто выглядит. Тут вон арка какая. Смотрите. Ну, очень красиво, честно. И очень-очень ухоженно. Давно я таких не видал. Все-таки не во всех Борго вот так сильно ухожено прям. Смотрите, какая собачка сидит. Ей туда свечку ставишь, и будет свечка гореть. То есть, да, люди вот так прям оставляют, как бы. Видите, вот так вот украшивают дома. Те бабочки какие-то, солнышко. Но это вот очень мило. Просто потрясающе. Итальянцы молодцы в этом плане. Вот тоже вроде терраска небольшая. И с видом. С красивым. Там лошадки. Вдалеке мы не увидим, скорее всего. Вот. Ну, вот такой вот он любопытный городок. Здесь тоже есть продажа. Я видел пару объявлений, но не так много, я скажу. Почти нету. Очень мало объявлений. Я думаю, здесь еще и не дешево. Я думаю, здесь где-то, наверное, 1150 евро. Можно что-то искать, находить. Мы как-то, по-моему, даже смотрели здесь аренду. Вот. Ну, искали. Потому что здесь место реально красивое. Вот. До крупного города Пистоя здесь 30-35 минут. Как бы на машине. Недолго. Вот. Мы искали аренду, но ничего не нашли. Ее, во-первых, здесь практически нет, очень мало. Здесь в основном продажа. И она тоже дорогая аренда. То есть тут за 300-400 евро ничего не найдешь. А вот что это показывает. Ничего себе. Видите, 1732 год. Ну, везде история. Везде, честно. Деревня, деревни, да, как бы, а история повсюду. Вот это поразительно. Я там понимаю, да, там город Рим, история. Ну, все это прекрасно понимают. Ну, когда в деревне куча истории, мне кажется, это очень круто. Ох, кто-то новогодние шишки так и не снял, похоже. Ха, любопытно. Но красивый, красивый город. Очень цветочный, очень ухоженный. Ну, вообще, под итог нашего сегодняшнего разговора с вами по поводу темы вот документов и того, почему мы сюда приехали, когда мы на это решились, причины, вот. Итог таков, что... Ой, ничего себе, на мотоцикле прям. Видели? Вот эти дела. Итог такой, что мы бежали не от войны. Скажем, война стала катализатором нашего отъезда. Но бежали мы точно не от нее, потому что и так в голове это уже сидело. Я еще максимум 5 лет бы в Москве провел, я бы так и так уехал. Ну, меня не привлекает старость в Москве, в России, в принципе.
И это не должно звучать как оскорбление какое-то. Давайте не будем оскорбляться раньше времени. Вот это вот начинать опять свои сопли разводить. Вот. Я просто... Это мой чисто субъективный взгляд. Это мои вкусы. Я не люблю старость в России. Она, никакая вообще. Я вижу больше старости и вообще отдых в Италии. Вот. Или в какой-либо другой стране, например. Точно не в России. Поэтому извиняйте. Вот. К чему я говорю? Вообще получить документы в Италии очень сложно. Очень-очень сложно. Я бы даже сказал, в последнее время практически невозможно. Вот, официально получить документы. У меня это просто так совпало. Я вначале вам сказал, я работал в НАТО 1,5 года в Неаполе на базе Баньоли. Ее сейчас нет, она уже закрыта, база. Вот. Я там работал, плюс у меня были документы еще до этого, там сколько, 6-7 лет были документы. Ой, тоже смотрите, как красиво вообще. С какими-то арками прям вообще, смотрите. Своды вот эти вот. Очень любопытно. А вот, пожалуйста. Радужный флаг «Мир». Патчи написано «Мир». Между прочим, за такой флаг сажают в России. Насколько мне известно. Прикиньте, за флаг сажают. Ну ладно. Сейчас меня опять патриоты заклюют. Это самое, не обижайтесь, я просто это самое сказал про флаг. Ага. Вот, смотрите, какая красота вообще, да, здесь? Вот, вы прикиньте, просто прикиньте маразм. Я боюсь сказать что-то лишнее. Это, просто маразм, да, и обязательно мы обсудим это в очередном видео, у меня есть что сказать. Вот, но я даже лишнего чего-то боюсь сказать, потому что накинутся вот эти вот патриоты в комментариях. Они же просто продохнуть не дадут вообще. Они будут нас оскорблять всеми возможными словами. О, кстати, прикиньте, это театр. О, мы нашли городской театр. Вот надпись «Маскания». Любопытно. Он вообще как будто не похож на театр. Абсолютно. Типа как живой дом. Красивый, конечно. Типа театр там внутри. Музыкали. Это, по-моему, в честь композитора названо, если не ошибаюсь. Слушайте, любопытно вообще, да? Слушайте, вообще потрясающая деревушка, просто огненная, да? Да. Вот, и плюс много лет у меня были документы в Италии, у меня много бизнесов, связанных с Италией, было всю жизнь. Я бесконечно ездил сюда, приезжал, у меня мама здесь живет 30 лет в этой Италии, она уже там вросла с этими документами итальянскими. Понятно, что было очень много, скажем так, положительных моментов в пользу того, чтобы одобрить нам политическое убежище. Вот, именно из-за меня. А если ты не имеешь никакого отношения к Италии, никак ее не касался, нет каких-то таких тесных связей, еще чего-то, я вам скажу, нереально. Отказов очень много. Мы вот даже когда на собеседовании были, вот на этом интервью во Флоренции, нам паренек сказал, что отказов много. Говорит, у вас другая ситуация, он мне тогда сразу сказал, но отказов много. Вот. И куча видео уже в интернете, как людям там отказали, здесь отказали. Вот. В той стране, в этой стране. Сейчас это очень сложно. Но есть один нюанс. Есть один плюс, точнее, не нюанс, а плюс. Вы смотрите, как красиво вообще тоже, да? Потрясающе. Есть один плюс Италии перед любой другой европейской страной. Здесь, если приехал, например, по визе и остался, в смысле без документов, нелегалом, тебе никто слова не скажет. То есть из Италии не депортируют. Никогда никого. Здесь вот эти вот загорелые ребята, они все почти без документов, половина, и живут здесь годами, десятками лет. Понятно, у вас будут свои трудности. Вы фиг что снимете, фиг что откроете, это сложно. Это надо на юг Италии ехать. Там можно найти работу в черную. О, котяра какой-то уже. Смотрите, лазит там. Вот это котика тоже. Вот в деревнях такие вот котика. Их так много, он побежал, испугался. Вот. Какая тоже. Смотрите. У людей вообще, да? Арка такая. Вот. На юге Италии столько жить. Там, да, там в черную все. Там в черную тебе и номер телефона сделают, и права тебе сделают за 5000 евро. Поддельные, правда, но сделают. Там Неаполь, вот это все. Там и в черную работу легко найти. У людей просто ботанический сад. Посмотри, что только нет. И елки, и деревья. Просто вообще все собрал, все, что есть в мире. Да, и квартиру ты снимешь там, все сделаешь.
На севере, в центральной части нет. Здесь ты без документов вообще никто. И звать тебя никак. Поэтому, наверное, для иммиграции, если это, скажем, как первая страна, незнакомая или еще что-то, я бы, наверное, не рекомендовал. Тяжело получить здесь документы. Если только с кем-то контракт вы подпишете, с какой-то компанией крупной, итальянской, и вас пригласят сюда как бы по контракту, но это такие редкие случаи, это просто вот специалистов каких-то колоссальных приглашают, вот, наверное. Ну, редкий случай. Тоже, смотрите, домик какой милый вообще, да? Маленький такой, ухоженный, красивый. Вот. Наверное, лучше другие страны выбирать. Там уж Штаты, я не знаю, еще какие-то. Вот. Италия сложная для иммиграции. Если у тебя нет бэкграунда какого-то, связанного с этой страной, какого-то фундамента, как это было вот у нас, конкретно в моем случае, вот, то это очень сложно. Вот тоже смотрите, да? Как красивенько. Тоже все аккуратно у людей. Зелени куча. Балкончики. Не, ну городок вообще, ну милый-милый вообще, сказочный. Вот так даже просто погулять здесь. Потрясающе. Эмоциями какими-то насытиться. Ну и вот мы сейчас выходим к церкви, в общем-то, откуда и мы начали, в общем-то, наше видео. Вот мы снова здесь, мы такой круг сделали и по верху, и по низу. Достаточно большой. Смотрите, какая картинка, ну потрясающая. Вот. Здесь вот тоже опять карта всей долины изображена. Ну, очень-очень красиво. Ну что, мы тогда будем заканчивать с вами. Да. Вот на этой красивой картинке тогда. Да? Ну и на этом сегодня все. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Может быть, вам какие-то темы интересно обсудить. Вот вы нам уже подсказали тему, спасибо. Вот мы ее обсудили. Вот, ну, на этом сегодня все. Поэтому все, пока-пока. Пока-пока.